Привет, друзья! Есть такая проблема у автоматических зонтов. Со временем они перестают раскрываться. Это все дело в заводском специально сделанном таком механизме, который приходит в негодность. И сейчас мы попробуем его исправить. Первым делом нужно выкрутить проволочку, которая удерживает все спицы. Получится, после того как мы уберем проволочку, получается такой грибочек. Отсоединяется вот эта вот подвижная часть, которая у нас идет со шнурками. Далее, здесь, где вы видите отверстие, стоит штырек. В моем случае был гвоздик. Его вынимаем и аккуратненько достаем всю систему из этой части. Осторожно, там пружина под напряжением и может вас ударить. Достаем оттуда вот такой вот механизм. Располагался он вот так вот. И мы его оттуда достаем. И теперь о проблеме, которая у нас случается. Видите вот эту вот часть, которая отходит от основной части. Это и есть наш обломыш. Его делают очень-очень скверно. И получается, что через время от нагрузки он просто ломается. Ответная часть его находится в рукояти. Чтобы разобрать рукоять, придется выкрутить шурупчик. Снимаем сам держатель, и внутри такой вот механизм. Он держится тоже на штырьке. Штырек убираем, и эта пластиковая часть снимается. Внутри там еще находятся две пластиковые штучки, два механизма. Один из них и есть как раз наш обломыш. Вот эта вот часть была вместе. Клеить его нет смысла, так как на него идет достаточно сильная нагрузка от пружины. Поэтому я решил все-таки сделать отверстие в этой маленькой части и с помощью узелка зафиксировать ее на нитке. Узелок заводской я размотал и сделал новый, продев нитку в отверстие. Теперь вставляем все обратно. Смотрите, в этом пластиковом механизме внизу находится пружинка. Не потеряйте ее. Я поставил метку, где как стояла именно эта пластиковая штучка, и мне теперь удобно ее собирать. Установив все на место, устанавливаем обратно пластиковую насадку с кнопкой, и также кнопку. Фиксируем все это штырьком, который мы сняли. Ребят, все вы знаете, как для блогера важны подписчики. Прошу вас поддержать мой канал не денежкой, не лайками, а всего лишь подпиской. Тем самым вы очень-очень поможете моему каналу развиваться и становиться еще лучше. Заранее очень благодарен каждому подписчику. Возвращаем на место кнопку, возвращаем саму рукоять, фиксируем ее обратно шурупчиком и далее приступаем к основной части. Рукоять собрали, теперь приступаем к основе. Первым делом вставляем длинную пружину в само основание. Она заходит не полностью, поэтому не пугайтесь. Она должна быть в напряжении, когда мы ее закроем. И теперь нашу отремонтированную часть. Одной рукой неудобно, поэтому я ее вставлю за кадром. Еще один очень важный момент. Если задвинуть вот эту вот часть до конца, она может проворачиваться. И отверстие, которое заходит в замочек, смещается. Будьте внимательны при установке, чтобы не пришлось потом разбирать зонт снова. Посмотрите, где у вас именно замочек под это отверстие, чтобы зонт закрывался. Ну а теперь, собственно, сборка в обратном порядке. Нам необходим кусок проволочки, в моем случае кусочек нержавеющей проволоки 0,8 мм. Продеваем все спицы и фиксируем именно на свои места. Обратите внимание, чтобы шнурочки были ровно, без перекосов.
Все это фиксируем, закручиваем и вуаля, зонд работает. Я опять же надеюсь, что видео было полезным, кому-то помогло. Подписывайтесь и до новых встреч на канале. Подписывайтесь и ставьте лайки.